Привет, друзья! Я рада приветствовать вас на своем канале. Меня зовут Виктория Шабанова, я стилист и имиджмейкер. Работаю в фэшн-индустрии уже 4 года. Сегодня я хочу вам рассказать про летние костюмы, как их выбрать и с чем их носить. Наверное, вы уже замечали, что на улицах огромное количество девушек уже ходят в таких летних костюмах, состоящих из шорт и рубашек. На самом деле палитра цветов, она просто огромна, и палитра возможных принтов и возможных форм, фактур и так далее таких костюмов, она тоже просто колоссальна. На что я советую обратить внимание? Первое, конечно же, когда вы приходите в магазин, обязательно смотрите на состав. Очень часто мы видим тот самый костюм, он нам так нравится, и мы просто забываем посмотреть, а что же в составе. К сожалению, зачастую в составе только синтетика. Но помните, пожалуйста, дорогие мои, что в синтетике вам будет очень жарко. И несмотря на то, что это летний костюм, он просто не будет пропускать воздух, и вы будете ходить как в полиэтиленовом пакете. Но это совсем не тот эффект, который вы ждете при покупке такого костюма. Я уверена, что вы хотите ходить в нем буквально каждый день, целыми днями, чтобы он вас радовал, чтобы вам было в нем комфортно. Поэтому смотрите обязательно на состав ткани. Это может быть хлопок, это может быть лен, это может быть вискоза даже. Конечно, содержание синтетических волокон, оно допустимо, но, как правило, не более 30%, потому что все-таки синтетика, она дает ткани больше износостойкости, она не так мнется, эта ткань, если присутствует синтетика, но здесь важно все-таки соблюдать вот этот баланс. Натуральных волокон должно быть обязательно больше, но никак не меньше в составе ткани. Следующее, что я бы рекомендовала сделать, это заранее посмотреть какие-то картинки, фотографии того костюма, который вы хотели бы видеть, чтобы это не была какая-то импульсная покупка, чтобы вы точно знали, что вы ищете. Потому что кому-то из нас больше подойдут шорты, кому-то из нас больше подойдут брюки, а кто-то хочет и брюки, и шорты, и рубашку с коротким рукавом, и с длинным рукавом. То есть здесь тоже обязательно смотрите заранее, потому что это может быть и принт, это может быть и однотонный костюм, но только обязательно, чтобы он сочетался с другими элементами гардероба, чтобы он не выделялся очень так нарочито, потому что вы можете купить, потом придете и просто не будете его носить. То есть здесь заранее смотрите, чтобы вы действительно купили ту вещь, которую вы искали. На самом деле, я как стилист вам рекомендую иметь несколько костюмов, потому что погода у нас разная. Когда-то хочется брюки одеть, когда-то хочется шорты одеть, кому-то жарко в рубашке с длинным рукавом, как будто наоборот комфортно. Поэтому, если у вас, например, есть хотя бы пара костюмов, это здорово, и особенно если они по цвету сочетаются между собой, тогда вы сможете их комбинировать, и у вас получится огромное количество разных вариаций на лето. То есть вы практически все лето будете носить эти костюмы, абсолютно не повторяясь. Будут различаться только аксессуары, и каждый день вы будете разные. Итак, с чем же носить такой костюм? Во-первых, в рамках города этот костюм вы можете носить как сам по себе, так и поддеть внутрь, например, футболку или топ-бра, предположим. Это будет очень такое интересное, свежее и, самое главное, модное сочетание. Из аксессуаров вы можете выбирать любую удобную вам обувь. Это могут быть и кроссовки, это могут быть и сандали в спортивном стиле, либо это могут быть босоножки на каблуке. Все зависит от того, какой образ вы хотите создать. Если что-то более повседневное и удобное, то тогда я бы рекомендовала выбирать более удобную обувь, например, на плоском ходу. И в таком случае вы выбираете тоже и сумки в базовом, например, стиле. Это может быть либо кроссбоди, это может быть либо рюкзак. И аксессуары из украшений тоже дополнят ваш образ. Еще классно работают платки в рамках летних костюмов. Этот платок вы можете завязать как на голову, вы можете повязать его на сумку, кстати, либо вы можете завязать его на пояс. И это будет такой тоже классный, яркий акцент вашего образа.
Следующий вариант костюма — это может быть костюм с шортами. Иногда это поверх может быть рубашка с длинным рукавом, либо это рубашка с коротким рукавом. Ну и, соответственно, тоже все зависит от того, какой образ вы хотите создать. Это могут быть на ногах в таком случае либо даже туфли, либо босоножки, либо это могут быть лоферы и кроссовки. Единственное, что я бы не рекомендовала носить такой костюм на работу, потому что, как правило, он не вписывается даже в какой-то небольшой дресс-код. Когда-то, очень много лет назад, когда я работала в офисе, у нас одна девочка пришла в таких пижамных брюках, и почему-то, ну, их, да, и называли пижамными, и даже руководитель сделал замечание, сказал, что в таких брюках не надо ходить, хотя у нас в компании дресс-кода не было, поэтому вы точно знаете свою компанию, все-таки будьте аккуратны, чтобы, ну, лишний раз на себя не навлекать гнев. Вот. Конечно, вы можете оторваться просто по полной программе в таком костюме в выходные, вечером на встречах и, конечно же, во время прогулок теплыми летними вечерами. Конечно, для поездки на море этот костюм просто незаменим, потому что вы можете комбинировать его как угодно. Вы можете носить его просто с рубашкой, если нужно дойти, например, до пляжа, либо вы можете надеть вниз шорты от костюма, либо брюки от костюма, сверху надеть топ-бра, например, либо футболку, и у вас уже это получится такой несколько вечерний образ, особенно если вы наденете босоножки и если вы наденете какие-нибудь яркие такие броские украшения. На самом деле вариаций просто множество. Эти костюмы, они также универсальны, как и любые другие костюмы, просто они имеют свою такую летнюю стилистику. Единственное, мой вам совет: выбирайте, конечно, костюмы все-таки поярче, все-таки поинтереснее. Это же лето, маленькая жизнь, она должна быть яркая, поэтому модничайте, стильного вам лета, мои дорогие, и обязательно подписывайтесь на мой канал, ставьте там колокольчики, лайки, я буду вам очень благодарна. До новых встреч, до новых видео, пока!